Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу реальную историю. Приятного просмотра. Жила семья в Колумбии, в деревне, окруженной густыми лесами и таинственными болотами. У них был сын, Яго, мальчик с яркими глазами и бесконечным любопытством к окружающему миру. С детства он обожал проводить время на природе, особенно в болоте, где рыбы водились в темной воде, а стрекозы метались над травой. Однажды, ранним утром, Яго решил отправиться на улов рыбы в болото. Взяв с собой рыболовные снасти и ведро, он направился к зыбким берегам, исполненный решимости и восторга. Он не боялся темных вод и загадочных звуков, выползающих из зарослей. Прошло несколько часов, когда Яго заметил нечто странное в воде. Большое изогнутое создание плыло к нему, оставляя за собой мутные волны. Сердце Яго замерло, когда он понял, что перед ним была змея-анаконда, огромная и пугающая. Ее глаза сверкали зловещим светом, а тело казалось бесконечно длинным. Яго оцепенел от страха. Он не знал, что делать, как защитить себя от этого опасного существа. В это мгновение он вспомнил о ведре, которое держал в руках. Схватив его крепко, Яго приготовился отбиться от змеи, готовый атаковать. Но вдруг из зарослей раздался звук. Что это? Яго ошеломленно огляделся в поисках помощи. И вот, из темноты выплыли два местных жителя, опытные рыбаки, чьи лица выражали решимость и смелость. Они увидели беду Яго и не медлили. Бросив взгляд друг на друга, рыбаки решительно подошли к мальчику и змее. Словно хорошо сработанная команда, они начали действовать. Один из них отвлекал змею, кидая далеко от нее камни и шумно крича, тогда как другой, с мастерством и с силой, схватил анаконду за хвост. Яго смотрел на происходящее, не веря своим глазам. Сила и согласованность действий рыбаков позволила им держать змею на расстоянии. Быстро реагируя, Яго пополз к берегу, спасаясь от опасности. Наконец, анаконда, осознав, что не сможет победить, отпустила хватку и скрылась в глубинах болота. Рыбаки помогли Яго выбраться на сушу, утешая и успокаивая его. Все вместе они вернулись в деревню, где семья Яго ждала его с беспокойством. История о смелости и дружбе быстро распространилась по деревне. Яго понял, что даже в самых темных моментах всегда найдутся те, кто придет на помощь. А рыбаки стали его наставниками и друзьями, открывая для него новые тайны и опасности болота. Так закончился этот день, полный приключений и уроков. Семья встретила Яго с облегчением и гордостью, зная, что их сын вырос в смелого и настоящего человека, способного преодолеть любые испытания, какими бы страшными они ни казались. С тех пор Яго проводил много времени с рыбаками, учась у них мастерству рыбалки и жизни в дикой природе. Он начал понимать язык природы, умение читать знаки и предчувствия, которые помогали ему выживать в экстремальных условиях. Его родители с гордостью наблюдали, как их сын превращается из мальчика в настоящего мужчину, справедливого, смелого и открытого к новому. Они видели, как он обретает уверенность в себе и своих силах, как он находит свое место в этом мире, где каждый день принес новые испытания, но и новые возможности для роста и развития. Яго стал легендой в своей деревне, история его смелости и дружбы с рыбаками стала источником вдохновения для всех жителей. Он помогал каждому, кто нуждался в помощи, рассказывал о своих приключениях и уроках, которые он извлекал из них. Но самое главное, что он нашел свое предназначение в жизни — быть защитником природы и всех ее обитателей. Он понял, что каждое существо на этой планете имеет право на жизнь и свободу, и что его миссия — защищать и беречь этот мир для будущих поколений. И вот однажды, когда Яго стал уже взрослым мужчиной, он решил покинуть деревню и отправиться в путь, чтобы исследовать другие уголки своей страны, чтобы познакомиться с другими культурами и традициями, чтобы расширить свой кругозор и понимание мира. С собой он взял лишь самые необходимые рыболовные снасти, немного провизии и свою веру в свои силы. Он был готов к новым приключениям, к новым испытаниям, к новым дружбам и открытиям. И кто знает, что ждет его впереди, какие чудеса и тайны откроются перед ним в его путешествии по этому удивительному миру. Путешествие Яго было полным невероятных приключений и удивительных открытий.
Он побывал в глухих джунглях, на высоких горах и уединенных пляжах, везде находя новые друзья и учителей. Его сердце наполнилось радостью и восторгом от красоты природы, от мудрости местных жителей и от магии встреч, которые происходили на его пути. Яга стал не просто путешественником, а истинным исследователем и защитником окружающей природы. Он учился сохранять баланс в экосистемах, бороться с браконьерами и защищать животных от беды. Его имя стало известно во всех уголках страны, как символ смелости и сострадания, как голос природы, призывающий к гармонии и уважению. Но даже в самые сложные моменты он не терял надежды и веры в лучшее. Он верил, что каждый человек способен изменить мир к лучшему, что даже самое маленькое доброе деяние может принести большую перемену. И в этой вере он продолжал свое странствие, освещая светом своего доброго сердца темные уголки мира, где нужна была его помощь и поддержка. И вот однажды, вернувшись в свою исходную деревню, Яга осознал, что его приключения только начинаются. Он понял, что весь мир его дом, что каждое создание его братья и сестры, что его задача любить и охранять эту удивительную планету, которая дала ему жизнь и учила истинным ценностям. И он отправился вновь в путь, смело и решительно, встречать новые вызовы и находить новые ответы, чтобы быть достойным своего назначения, быть светилом надежды и мира для всех существ на Земле. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.